Часы пустить. Пара большая. Поехали. Доброе утро. Сегодня у нас 19 ноября, четверг. И мы выполняем функцию доставки сменного экипажа в город Лейпциг. Выполнять это будем на самолете Ан-74. Сейчас мы в соответствии с технологией работы проходим все этапы подготовки. До встречи на некоторых этих этапах. Увидимся. А это перед каждым вылетом у нас осталось. Вот заходим сюда и проходим медконтроль. Доброе утро. Добрый. А вот наш медконтроль. Ждут. Сейчас будут снимать пробы и мерить давление. Ну вот, не стал снимать, как там все проходило, все померили, все измерили, подышали. Экипаж здоров? Да, экипаж здоров, здоров. претензий нет. Все, пошли Настрой летать. хороший. Хорошо. Я пишу. Так, я все, пишу. до завтра. Угу. Все, пока. А накануне... Это наш медпункт на территории ЛИДВ. Здесь сейчас буду сдавать анализы. Доктора будут нас тестировать. Мы должны перше делаем. Доктора в костюмах космонавтов. Да, да. Проверимся и будем определяться, летим или не летим. Так, маска. Пришел доктор, сейчас он с нас возьмет все анализы. Да. Доктор, ну что, жить буду? Обязательно. Все, хорошо. И много-много будет. Я понял. Да. Все, спасибо, полетели. Здоровый, да. Пока. Удачи. Сегодня нас везет вот такое транспортное средство. Красное, которое большое. Ну, относительно большое. Мы его почему-то называем Фантомас. А вот и наше транспортное средство. Пока готовится. Сейчас его осмотрят, проведут полный комплекс подготовки и полетим. И что самое главное, сегодня выглядит значительно лучше, чем вчера. А вчера вот что было. Идет процесс подготовки самолета к завтрашнему полету. Пока самолет зачехлен, в снегу. И я надеюсь... А мы его закатывать будем на ночь? Надо организовывать? Наверное, надо будет. Потому что... Я понял, да, весь во льду. Так, идем на самолет. А здесь должна идти подготовка к полету завтрашнему. Проверка всего оборудования. Да. То есть сейчас мы включаем электричество уже на борту. И сейчас все включим. То есть необходимые АЗС включаются. И сейчас включим все. Ну, сейчас значительно лучше стало жить в связи с тем, что навигация немножко у нас изменилась, я уже говорил. GPS вместо Мальвы. Ну, и значительно лучше стало жить. Практически как в анекдоте. Жила семья. О! Процесс пошел. Жила большая семья в очень маленькой квартире. Как бы им было тесно. И хозяин семьи пошел к духовному наставнику и говорит: ну, очень тяжело жить, потому что тесно, людей много. Наставник говорит: да купи козу. Он говорит: что? Козу купи. Ну, хорошо. Проходит неделя, приходит хозяин и говорит: так совсем плохо стало жить. И ему отвечают: продай козу. Так и мы. И жить стало значительно веселей. Так и мы убрали Мальву, и теперь жить значительно лучше стало. Потому что курсовая система за 10 минут приходит в норму. За 2 минуты. О, это значит, я еще по-старому привык. За 2 минуты приходит в норму. Ну да, а 2 минуты почему? Потому что вместо 802, да?
Да, Макс, изделие 802. изделие 802, которое нам путем гирокомпостирования, гирополукомпостирования и не помню каких еще компостеров, Да, там нам... три режима было. Да-да-да, выводить ее надо было в готовность. Сейчас 2 минуты, ГА-8 приводят всю навигацию в норму, и экипаж счастлив. Самолет практически сам летает. Макс проверяет связь. Антонна вышка, проба 25, контроль 1. Слушай, я забыл, их же никого нет сегодня. У нас поэтому там пусто все, да. Уже завтра проверим. Все, сейчас в течение 10-15 минут все будет проверено, подготовлено, и завтра мы будем готовы к полету. Включаем магнитофон. Сегодня у нас 19 ноября 2020 года. Самолет Ан-74 УР-74010. Командир Антонов. Выполняем рейс АТП 9092 по маршруту Киев-Антонов-2 Лейпциг-Халли. Значит, полностью предполетная подготовка проведена, разрешения все есть, особенностей не ожидается. Погода хорошая, ожидаем взлетный вес 32 тонны. Запускаем первый. 3-4. Запуск идет. СВ право открыть. Обороты. Стоп. Оборвало. Есть обороты 15, да? МД вентилятора. Маслосистема в норме. 20 секунд. 21, 22. 23. Пошел рост температуры. Поджиг. Как всегда, чуть-чуть веловат он. Следим за СВ. Обороты 40. 1. Отключилась СВ нормально. Запускаем правый. 3-4. Запуск идет. СВ правый. Есть обороты ВД направо. $500 максимально на левом. Отлично. Генератор первого. Направо есть обороты МД вентилятора. Напряжение нормально. 15 секунд. Система норма. Генератор первый исправен. Взял на борт. 20 секунд. Поджиг направо. Пошел рост температуры. Следим за СВ. Обороты 40. 1. Отключилась СВ. Норма. Заходим. 495. Отлично. Генератор второй. Напряжение по фазам нормальное. Генератор 2 исправен. Взялись на борт. Генератор 2 снял борт. И рулим. Пока самолет летит, мы поговорим немного о его особенностях. Одна из особенностей этого самолета – это использование эффекта Каанда в его компоновке. Эффект Каанда был открыт в 30-х годах прошлого века румынским ученым.
и он касался обтекания поверхностей воздухом, по жидкости, извините. Но обтекание воздухом практически имеет те же свойства. Мы сейчас немножечко об этом поговорим, как это использовано. Для того, чтобы понять, как работает эффект Коанда, можно рассмотреть, вот сейчас мы видим профиль крыла, и оно движется в потоке воздуха. Воздух сверху крыла проделывает больший путь. Вот вы видите здесь, потому что искривление крыла вот таким образом происходит. И в соответствии с этим скорость его движения больше становится. Соответственно, давление над крылом меньше. Снизу воздух движется чуть-чуть медленнее, и давление под крылом больше. За счет этого, за счет разницы давления снизу и сверху возникает сила, которая направлена вверх. Это так называемая подъемная сила. И вот теперь условно можно рассмотреть движение вот этого же профиля, только вот, в таком виде. Вот он, набегающий поток. Вот это подъемная сила, результирующая, буковкой R обозначена, и она имеет какую-то величину. Дальше, например, мы увеличиваем угол атаки крыла, то есть мы, как это крыло расположено относительно потока воздуха. И видим угол и, соответственно, результирующая сила, будем называть ее подъемная сила, увеличивается. И в какой-то момент, когда крыло становится по потоку таким образом, что сзади крыла уже нет плавного обтекания потоком этой поверхности, и появляется так называемый срыв потока. И в этот момент результирующая сила и подъемная сила значительно уменьшаются, подъемная сила уменьшается, и самолет как бы перестает лететь. Именно для этого, для того, чтобы оттянуть этот срыв потока как можно дальше, и используют механизацию крыла, это на этапах взлета-посадки, и тем самым тоже за счет механизации крыла, вот, например, предкрылок, под ним, вот предкрылок, под ним проходит воздух и улучшает обтекание. Закрылки аналогично, тоже между щелями закрылка проходит воздух и улучшает обтекание. Но для того, чтобы это сделать на всех этапах полета, обтекание более качественно, можно сказать, вот и поставили двигатель сверху крыла. И это позволяет самолету уменьшить скорость полета, на которой он может лететь. А раз уменьшается скорость полета, особенно на этапах взлета и посадки, то это позволяет ему выполнить взлет с минимальной длиной разбега и, соответственно, посадку с минимальной длиной пробега. Поэтому и самолет Ан-74, а его предшественник YC-14. Ну, как бы он сделал, посмотрели, но он не пошел особенно в серию. По сравнению с этим самолетом, самолет Ан-74 летает, как я и говорил до этого, создано около 200 образцов, Ан-72, Ан-74, и он считается самолетом короткого взлета-посадки. Почему в мире не получило это большого распространения? Потому что, наверное, нет необходимости использования такого класса самолета, который может перевозить там, до 10 тонн груза, до 50 пассажиров. Нет таких аэропортов, куда ему необходимо прилететь. Единственное, может, использование реальное, это его на ледовой станции Борнео, это Северный полюс. Там всегда полосы ограниченных размеров, и там он нашел свое применение. И, соответственно, туда такие самолеты летали. Ну, а мы летаем на нем сейчас. Если надо, выполняем короткую посадку. Если надо, короткий взлет. А так используем его в нормальном режиме. Все, продолжаем лететь. Хорошо. Готовимся.
Гасимся и... Пойдем. Стандартный набор: озеро, автобан, Порше. Подходим к цели. Подходим, отлично. Сейчас готовимся к выпуску. Секундочку. Шасси выпустить. Шасси. Выпускаю. Закрылки 10-25. Кран шасси. 10-25 выпускаю. Закрылки. Переключи-то, пожалуйста. Интерцептор выпускаем и ЗМГ. Сейчас скажут все. Antonov 90902 vacate left via Sierra 1 at the end of the runway and follow the marshal stand 211. Goodbye. Пока заруливаем на стоянку, посмотрим, как мы летели. В общем, весь наш маршрут посмотрим. Вот видим, взлетели в Гостомеле, набираем высоту 32 тысячи футов, пролетели Украину, влетели в Польшу, продолжаем лететь на высоте 32 тысячи футов, это 9750, входим в Германию, начали снижаться и заходим в Лейпциг, полоса 26 левая. Ну так буквально за 15 секунд преодолели расстояние в 1600 километров. Выключаем двигатели. Оп, на стояночном. Бай-бай. Выключаем. Выключил генератор. Сори. Ага, выключил. И тот тоже из подготовки в генератор. Ага, поставил все. Ага. Окейно. Вот так. Полет завершился. Дальше будем работать. Идем. Так. Отдыхать. Идем отдыхать, да. А самое главное, что завтра дали буде.